Он просто работал в поле, пока перед его трактором не встал волк. Но то, что скрывалось под ним, перевернуло всю его жизнь. Валера был очень известным и уважаемым парнем во всей деревне. Практически ни одно дело не обходилось без его участия. Он славился своими золотыми руками и умением справляться с любой работой. С раннего возраста отец обучил его управлению трактором. Помогая односельчанам с огородами, Валера заработал себе достойную репутацию. Он не только прекрасно водил трактор, но и хорошо разбирался в электронике, механике, понимал принцип работы различных устройств и умел ими пользоваться. По сути, он был настоящим мастером техники. Однажды весной Валере поручили вспахать колхозное поле под посадку картофеля. Весна в тот год выдалась особенно хорошей. Пели птицы, природа пробуждалась, молодежь начинала гулять и веселиться, ходила в деревенский клуб на танцы. Однако Валеру такие развлечения мало привлекали. Он не любил общение и шумные компании. Ему гораздо ближе была техника. Он сел в свой трактор, надел наушники, включил музыку, чтобы не слышать грохот двигателя, и отправился перепахивать поле. Говоря о молодежи, стоит отметить, что Валера считался самым завидным женихом среди деревенских девушек. Его знали все местные девчонки, ведь он почти каждый в чем-то помогал по хозяйству. Они буквально были от него без ума. Он нравился девушкам любого возраста, все обращали на него внимание. Те, кто уже был готов выходить замуж, стремились заполучить Валеру, пока этого не сделали другие. Многие пытались сблизиться с ним, мечтали завести от него ребенка, выйти за него замуж и жить счастливой семейной жизнью, как в сказке. Однако самого Валеру такие вещи мало интересовали. Он не относился к тем легкомысленным парням, которые влюбляются в первую встречную. Он искал одну единственную, ту, которую сможет полюбить по-настоящему. Именно такие мысли крутились у него в голове во время работы на тракторе, как вдруг из-за бугра прямо навстречу выскочил волк. Валера от неожиданности резко нажал на тормоз, но волк не испугался. Наоборот, замер на месте, словно что-то защищая. Валера пытался его прогнать, сигналил, размахивал руками, даже бросил в него тапок, но все было безрезультатно. Зверь продолжал стоять неподвижно. Тогда Валеру посетила тревожная мысль. А вдруг какой-то жестокий человек специально привязал животное здесь, чтобы он его задавил? Парень очень любил животных и не смог бы простить себе такого поступка. Он решил, что нужно как-то отогнать волка, чтобы случайно не наехать на него, а если зверь проявит агрессию, быстро вернуться в трактор. Он выпрыгнул из кабины, взял с собой черенок от лопаты и начал размахивать им перед мордой волка, но тот никак не реагировал. Ни не уходил, ни не нападал. Это показалось странным. Валера подошел ближе и убедился, что зверь не привязан. Никакой веревки не было. Тем не менее, волк не двигался с места. Внезапно Валера заметил под брюхом зверя что-то необычное. Присмотревшись, он похолодел от ужаса. Из земли торчала человеческая рука. Он сильно испугался, даже перекрестился. «Вот же зверюга, охраняет свою добычу», — выругался он. Но было понятно, что закопать человека мог вовсе не волк, а кто-то другой, человек, совершивший преступление. «Бедняга, кто же с тобой так поступил? Ведь если бы я тебя переехал, тебя бы никто не нашел», — с горечью проговорил Валера. Да еще и председатель бы потом отругал за сорванную работу. Теперь нужно вызывать полицию. Однако он не успел даже набрать номер, как рука вдруг зашевелилась. Подбежав ближе, Валера увидел, что это женщина. Он немедленно вызвал скорую помощь, и ее доставили в больницу. К счастью, ее жизни ничего не угрожало. У нее были лишь небольшие царапины. Спустя некоторое время женщина захотела лично поблагодарить своего спасителя и встретилась с Валерой. Вскоре между ними завязались отношения, которые переросли в семью, и у них родился ребенок.